Всем привет! Сегодня ролик из разряда познавательных, а не строго научных, и будет посвящен кладам, так сказать, для отдыха и разнообразия. Клады не только имеют значение в археологии, но зачастую меняют жизнь нашедших их людей. К тому же не всегда сообщается об обстоятельствах их находки. А ведь это тоже очень интересно. Порой это целые детективные истории. В выпуске я решил рассказать о том, как находят экспонаты, которые красуются на главных полках музеев и являются изюминками выставок. При этом я не стал ранжировать находки по каким-либо критериям, просто выбрал те, которыми интересовался. Ну и начнем, пожалуй, с клада из Вильены. Это довольно крупный клад золотых изделий европейского бронзового века на Пиренейском полуострове. Он состоит из 59 предметов, сделанных из золота, серебра, железа и янтаря, общим весом почти 10 килограмм. 93% от общего веса составляет золото. Золотые изделия включают в себя 11 чаш, 2 сосуда и 28 браслетов. Также клад включает осколки железа, самые древние из найденных на Пиренейском полуострове, и соответствует периоду, когда железо считалось драгоценным металлом и его копили. Археологи оценивают дату клада около 1000 года до нашей эры. Клад был найден в декабре 1963 года основателем местного археологического музея Хосе Мария Соляр Гарсией, который в прошлом был почтальоном, судимым за службу в рядах армии Второй Испанской Республики, а еще и летописцем, архивариусом и куратором местных археологических раскопок. Но интересно то, как был найден сам клад, потому как за сухим сообщением о первооткрывателе кроется целая история. Растущая городская активность, которая велась в Вильене в 1960-х годах, привела к поиску более отдаленных мест по добыче гравия для производства бетона. В октябре 1963 года каменщик Франсиско Гарсия Арнеда среди щебня для строящегося здания в Мадриде обнаружил кусок металла и передал его бригадиру Анхелю Томасу Мартинесу, полагая, что это часть шестерни какого-то грузовика. А бригадир просто повесил его на видном месте, где хозяин мог бы его найти. Однако через несколько дней находка привлекла внимание другого рабочего, Франсиско Контрерас Утрера, который и забрал его домой. А уже его жена-цыганка, Эсперанса Фернандес Гарсия, решила отнести его к ювелиру Карлосу Мигелю Эскембара Алонсо 22 октября 1963 года, под предлогом, что с браслетом ее связывали узы духовного родства. Ювелир, не будучи идиотом, заподозрил ложь и сообщил об этом Хосе Мария Соляр Гарсия, который приехал и в свою очередь сообщил информацию судье, после чего в ходе расследования выяснились вышеописанные подробности находки. Но все ниточки привели лишь к строительной площадке в Мадриде. Казалось бы, тупик. Но спустя месяц, а именно 25 ноября, позвонил тот же ювелир и сообщил Соляру, что в его руки попал еще один похожий браслет, который принесла супружеская пара, при этом муж был перевозчиком гравия. Он утверждал, что браслет принадлежал бабушке его жены и долгое время пролежал в сундуке. Но даже на первый взгляд браслеты были похожие, включая те же самые налипшие частицы. И дело также отправили на рассмотрение судье. Но перед тем, как явиться в суд, рабочий пришел в дом Соляра и сообщил, что нашел браслет недалеко от города, а позже указал и место, где 1 декабря энтузиасты, включая детей, начали раскопки. И ближе к вечеру этого же дня были найдены 2 браслета и край сосуда с кладом. Начинало темнеть, и было принято решение отправить мальчишек встретить такси с приглашением к адвокату и фотографу с освещением. После того, как адвокат и фотограф прибыли, клад сфотографировали и отвезли на такси в офис Соляра. Но и это не все. 27 декабря сотрудник железной дороги передал еще один браслет, который с его слов появился у него дома 4 или 5 месяцев назад, вероятно, принесенный детьми. Браслет пылился на чердаке, пока его дочь не увидела, что он был идентичен многим другим, публично выставленным в археологическом музее на Рождество.
Вот так и был собран клад из Вильены. Однако история будет неполной, если упустить из вида то, что до вышеописанных событий весной того же года в 2 километрах от Вильены Солером был найден клад Кабеза Радонда, состоящий из 35 частей золотых украшений весом 150 грамм. Плодотворный год был у человека. В итоге он был назначен бессменным директором музея, который был переименован в его честь – Археологический музей Хосе Мария Солера. Он продолжал увлекаться археологией и публиковал свои материалы практически до своей смерти в 1996 году. Вот что кроется под простым сообщением, что клад нашел Хосе Мария Солер Гарсия. Клад Петра Аsse. Это клад золотых изделий и драгоценных и полудрагоценных камней времен готов на территории Румынии, датированных концом IV и серединой V века нашей эры. Находки пролежали в земле более 1400 лет и предоставили информацию о готах, в частности, об их дохристианской религии, благодаря руническим надписям. События, связанные с обнаружением клада в XIX веке, довольно драматичны и запутанные. Из подробностей, которые сообщили на допросах нашедшие клад и причастные к его сокрытию, выяснилось, что он состоял от 16 до 26 объектов, скорее всего 25. Властям того времени удалось найти лишь 12 предметов весом около 19 килограмм, которые выставлены в Национальном музее истории Румынии. С момента обнаружения клада крестьянами в 1837 году с ним обращались весьма небрежно. Часть могла быть разбита на более мелкие куски для продажи или спрятана, а часть драгоценных камней была выброшена или утеряна. Некоторые были найдены селянами, которые у них впоследствии отобрали. Рабочие нашли под камнем куски золота, несколько изумрудов и много других обработанных минералов. После обнаружения каменщики, а именно Ион и Стен, тесть с зятем, спрятали найденные предметы на чердаке и через время стали их продавать. Первым покупателем был некий Анастасий Албанец из Бетолы, также известный как Анастасий Серб. Хозяева поместья узнали об этом. И хотя получили от Анастасия за молчание 200 золотых монет Османской империи, не сдержали слова и его арестовали. Согласно отчету администрации Тахани, направленному руководству округа, 13 июля 1838 года было упомянуто, что в Петра Аsse и он вместе со своим тестем Стеном вырыли клад во дворе Георга, сына Николая Бачу. Но на самом деле это открытие принадлежало детям соседей Бачу, которые обнаружили в земле маленькие кусочки золота и камни. Чиновники, составлявшие отчет, прогуливаясь по деревне, обнаружили у некоторых крестьянок несколько драгоценных камней и конфисковали их. Из допроса Анастасия выяснилось, что он работал с камнем на мосту через реку Келнео, и первооткрыватели сокровищ продали ему найденные предметы на сумму 4000 леев. Анастасий несколько раз менял свои показания. Сначала он говорил, что разбил предметы топором, а упавшие камни смел и выбросил, а дети их нашли. Потом говорил, что продал какому-то проходящему еврею. В итоге он заявил, что закопал все предметы под мостом через реку Келнео в 3 местах, а вода размыла тайники и унесла сокровища. Однако, когда его вывезли на место и заставили копать, были найдены предметы, которые и сохранились до наших дней. При этом первооткрыватель Ион заявил, что было еще 15 объектов. Также Ион настаивал, что не считал находку золотом и поднял кусок, чтобы отремонтировать какой-то котел. А цыган, ремонтировавший котел, сказал, что он не подходит. Позже суд решил, что Иона нельзя признать виновным, поскольку он не знал, что укрывает сокровища, и не подозревал о его ценности, иначе не понес бы кусок золота ремонтнику котла. Вдобавок он его нашел, а не украл. Эти выводы противоречат первоначальным сообщениям. Хотя пока шло разбирательство, Ион и Стен умерли в тюрьме. Всего по делу о сокрытии клада было арестовано более 10 человек. И спустя 2 года еще находили мелкие предметы у деревенских жителей. Также выяснилось, что в группе тех, кто прятал разные предметы,
Был и государственный чиновник. Но следствие ничего не смогло доказать, и он был оправдан. Как-то знакомо. А вот Анастасия освободили под залог 20 марта 1839 года и позже полностью оправдали. 27 ноября 1839 года уголовный суд распорядился выдать ему 4000 леев, которые он заплатил за покупку предметов. Однако к 1840 году деньги ему так и не выплатили, несмотря на его заявление, что он остался должен 7000 леев мастерам, работавшим на мосту. Другие же обвиняемые содержались в суровых условиях. Процесс завершился 29 сентября 1839 года, благодаря просьбе правителя. Некоторым укрывавшим предметы дали год со дня их ареста. Анастасия полностью оправдали, хоть он и купил клад из денег, которые ему были выданы для строительства моста. Сопутствующие судебные процессы продолжались еще достаточно долго, как за 4000 леев, так и за некоторые вещи, которые конфисковали, полагая, что они имеют отношение к кладу. А теперь перенесемся в 21 век. Стаффордширский клад. Это самый большой клад из всех найденных англосаксонских золотых и серебряных изделий. Он состоит из более чем 4600 частей, преимущественно боевого снаряжения, включающих в сумме 4 кг золота и 1 кг 700 грамм серебра, а также 1000 гранатов. Большая часть сокровищ Стаффордширского клада была создана между серединой VI и серединой VII веков нашей эры, а спрятана в земле между 650 и 675 годами, когда христианство постепенно укоренялось в Англии. Содержимое включает в себя много тонко обработанных серебряных и золотых украшений эфесов или рукоятей мечей разных времен и регионов. Только навершие было найдено 86 штук. А также среди предметов были христианские атрибуты, в том числе кресты и золотая полоса с библейской цитатой с обеих сторон. Находка первой основной части клада была сделана 55-летним безработным Терри Гербертом 5 июля 2009 года в поле небольшой деревни округа Личфилд, графства Стаффордшир, при помощи металлоискателя. Впоследствии клад был оценен в 3 285 000 фунтов стерлингов, которые были разделены поровну между нашедшим его Терри Гербертом и землевладельцем Фредом Джонсоном по британскому закону о кладах 1996 года. Согласно закону, искатели предметов, попадающих под определение клада, обязаны сообщить об их находке местному должностному лицу, коронеру, в течение 14 дней, который определяет, является ли находка кладом или нет. Если находка объявлена кладом, то искатель должен предложить ее для продажи музею по цене, установленной независимым советом экспертов по древностям. Только если музей не проявит интереса к предмету или не сможет его купить, нашедший может его сохранить. В данном случае клад был приобретен совместно двумя музеями городов Бирмингема и Сток-он-Трента по оценочной стоимости. Но история на этом не закончилась. В 2012 году археологи обнаружили еще 91 фрагмент изделий, многие из которых были весом меньше 1 грамма. Из них 81 фрагмент был признан частью предыдущего клада в 2013 году. И хотя эти предметы были найдены археологами, деньги, полученные от их продажи, будут снова разделены между Гербертом и Джонсоном, поскольку они причастны к обнаружению первоначального клада. Но к этому моменту мужчины уже серьезно рассорились, ведь владелец земли не особо хотел делить вырученные деньги, со слов Герберта, а землевладелец Джонсон жалел, что пустил на свой участок жадного и назойливого Герберта и предпочел бы видеть на его месте какого-нибудь бедного студента-ветеринара. Шлем из лейра. Это ритуальная золотая чаша или шапка, украшенная узорами позднего бронзового века, от 1000 до 800 года до нашей эры, диаметром 195 мм. Она была сделана из цельного куска золота по технологии металлопластики. Обстоятельства ее обнаружения указывают на то, что технически она представляет собой клад.
Артефакт обнаружил рыбак Хосе Висенте Сомас 7 апреля 1976 года в испанской Галисии, когда хотел построить сарай для хранения рыболовных принадлежностей и топлива, которое часто воровали. Золотой предмет был в кувшине, который и разбил Хосе при свидетеле. Новость быстро разлетелась по местности, и если поначалу над ним смеялись, спрашивая, что за консервную банку он там нашел, то следующие 3 дня его дом стал местом паломничества. Кто-то предлагал обменять золото на свинью, другие советовали переплавить. В результате Хосе провел 18 дней и ночей в казармах гражданской гвардии в Рианхо, после чего отдал артефакт в музей города Ла-Корунья. И только гораздо позже он получил награду в 6000 евро. Котел из гундеструпа. Это богато украшенная серебряная емкость диаметром 69 см и весом около 9 кг, обнаруженная по частям в торфянике Дании весной 1891 года, недалеко от деревни Гундеструп торфорезами. Им правительство выплатило крупное вознаграждение, сумма которого не сообщается. Но после этого торфорезы ссорились из-за его дележа. Несмотря на то, что котел был найден в Дании, он, вероятно, не был создан в тех краях. В его технологии производства и изображениях отмечены гальские и фракийские элементы, в то время как большая часть изображений, в том числе человеческие фигурки, относятся к кельтам. Хотя попытки связать сцены с кельтской мифологией не увенчались успехом. А вот другие элементы изображений указывают на Ближний Восток. Котел Гундеструпа почти полностью состоит из серебра, но есть также значительное количество золота для золочения, олова для припоя и стекла для глаз фигурок. Серебро не было распространенным материалом в кельтском искусстве, как минимум не в таких масштабах, за исключением небольших ювелирных украшений. Золото или бронза были более привычны для престижных металлических изделий кельтов. Согласно экспериментальным данным, материалы для котла не были добавлены в одно и то же время, поэтому его можно рассматривать как произведение разных мастеров на протяжении нескольких столетий. К тому же качество частых ремонтов уступает оригинальному мастерству авторов. Предполагается, что одна из пластин отсутствует, потому как окружность 7 внешних пластин меньше, чем 5 внутренних. Во время создания котла серебро было получено путем купелирования свинцово-серебряных руд и, вероятно, из нескольких рудных месторождений, в основном из Кельтской Северной Франции и Западной Германии в доримский период, путем многократной переплавки слитков или лома серебра. Олово для пайки было из юго-западной Англии, а стекло содержало элементы, характерные известковому песку восточного побережья Средиземноморья. Бактрийское золото Тилля-Тепе. Тилля-Тепе, Золотая гора или Золотой курган, в северной афганской провинции Джаузджан, около Шебаргана, является археологическим участком, где в 1978 году советско-афганской командой были обнаружены золотые предметы, которые часто называют бактрийским золотом. Клад представляет собой коллекцию из примерно 22 тысяч украшений, монет и других артефактов, сделанных из золота, серебра, слоновой кости и так далее, датированных 1 веком до нашей эры. Погребения, в которых были найдены артефакты, могли быть скифскими, сакскими, парфянскими или принадлежать юэджам. Предметы имеют много общего со знаменитыми скифскими золотыми артефактами, найденными в тысячах километров к западу на берегах Босфора и Херсонеса. Артефакты были также смешаны с предметами из гораздо более отдаленных мест, такими как Китай и Индия. Считается, что из 9 было раскопано только 6 могил. В преддверии войны работы были остановлены, а находки переданы в Кабульский музей. Но в 1989 году президент Афганистана Мохаммад Наджибулла распорядился поместить находки в хранилище Центрального банка Афганистана. Открыть его можно было только 5 ключами, которые были розданы 5 доверенным лицам,
чьи имена были засекречены, а ключи должны были передаваться по наследству в случае их смерти. Захватившие позже Кабул талибы не смогли узнать, где золото. В 80-х и 90-х годах западная пресса усердно распространяла слухи, что золото было вывезено в СССР и даже расплавлено. И только в 2003 году было обнародовано местоположение сокровищ. Но собрать всех держателей ключей удалось только к 2004 году, и хранилище открылось. Среди присутствующих был и Виктор Иванович Сарианиди, советский и российский археолог, нашедший клад. Позже коллекция демонстрировалась во многих странах, кроме самого Афганистана. Но и после этого некоторые западные издания писали, что пропало около 1100 объектов. Хоть эти находки и не совсем попадают под некоторые определения клада, история весьма интересна. Бертувильский клад. Это клад римского серебра, обнаруженный фермером при вспашке поля 21 марта 1830 года на северо-западе Франции. Клад принадлежал святилищу Меркурия из древнеримской мифологии. В середине 1 века до нашей эры Юлий Цезарь отметил Меркурия как одного из главных божеств Галлии. Клад состоял из серебра и других металлических изделий различного типа, с 1 по конец 2 века нашей эры. Большинство предметов – это чаши, кубки и кувшины, но есть также патера, сосуд для ритуальных возлияний, и серебряный кувшин, выполненный по технологии металлопластики, а также серебряные статуэтки Меркурия и бюст богини, вероятно, его матери Майи. Клад был спрятан в конце 2 или начале 3 века. Предметы представляют собой слияние римской и эллинистической религий. Находка насчитывала 93 предмета, некоторые из них – это разрозненные ручки и серебряные аппликации, общим весом 25 килограмм. 9 сосудов образуют группу роскошного домашнего серебра 1 века с элементами, посвященными Дионису и Меркурию, а также на 2 чашах для питья были изображены кентавры Диониса. Дальнейшие раскопки вблизи места находок в 1861-62 и в 1986 годах выявили галлоримский театр и храм, которым, возможно, были посвящены серебряные предметы. Клад у фермера приобрел французский археолог Дезире Рауль Рашет за довольно скромную на тот момент сумму в 15 тысяч франков. Клад фермы Спиллинг. Это крупнейший серебряный клад викингов, найденный 16 июля 1999 года на поле фермы Спиллинг, расположенной к северо-западу от населенного пункта Слитте на шведском острове Готланд. Клад был из 3 частей. 2 части состояли из серебра общим весом 67 килограмм. Из них 14 295 монет. И 3-я часть включала 20 килограмм бронзового металлолома. 3 тайника были спрятаны под половицами надворной постройки викингов примерно в IX веке. Кстати, по состоянию на 2015 год на острове Готланд было найдено более тонны серебра из более чем 700 тайников IX-XII веков, включая и 168 тысяч серебряных монет из стран арабского мира, Северной Африки и Центральной Азии. История обнаружения клада примечательна тем, что находки на ограниченном клочке земли извлекали в течение года. В пятницу 16 июля 1999 года журналисты шведского телевидения делали репортаж с ежегодного собрания на острове Готланд и попутно решили заехать на ферму и сделать сюжет о проблемах разграбления археологических памятников с участием шведского археолога, потому как ранее на ферме землевладельцам было найдено около 150 серебряных монет и бронзовых предметов. После съемок археолог и хозяин фермы решили продолжить исследование поля. Через несколько минут после того, как съемочная группа ушла, они нашли наименьший из 2 серебряных тайников. А через 2 часа всего в 3 метрах нашли еще один тайник. Место было спешно оцеплено и взято под охрану, а из музея выехала бригада.
Сразу же было получено и разрешение на раскопки от коммуны Готланда. Но музей решил сообщить о находке, и в первые выходные место раскопок посетило более 2000 человек. Дополнительные раскопки, проведенные в последующие годы, выявили остатки дерева, железные заклепки и крепления, а также запорные механизмы, что подтолкнуло к заключению, что предметы хранились в сундуках и не в жилом доме, а под досками пола в хозпостройке, поскольку в ней не было очага. Владелец фермы в итоге получил около 250 тысяч долларов США в пересчете со шведских крон, потому как по шведским законам нашедший клад получает по меньшей мере вознаграждение в размере 1/8 от веса металла. И это была самая большая сумма, выплаченная за находки в Швеции. При этом закон значительно ограничивает использование металлоискателей в стране. В контексте проблем разграбления археологических памятников очень странно, что премия за находки такая маленькая. Особенно если сравнить с Великобританией. Далее еще несколько примеров кладов из Туманного Альбиона. Хоксненский клад. Это крупный клад золота и серебра позднего периода Римской Британии. И самая крупная коллекция золотых и серебряных монет IV-V веков нашей эры. Он был найден Эриком Лоусом при помощи металлоискателя в графстве Суффолк, юго-западнее деревни Хоксни, Англии, в 1992 году. Он включает около 15 тысяч римских золотых, серебряных и бронзовых монет и примерно 200 предметов, состоящих из столового серебра и золотых украшений. Клад был хорошо упакован и спрятан в дубовом сундуке, в котором были более мелкие деревянные ящики. Как сообщили первооткрыватели, арендатор земли Питер потерял молоток и попросил своего приятеля Эрика, отставного садовника и любителя побродить с металлоискателем, помочь его найти. После находки нескольких предметов, включая золотые украшения, столовое серебро и многочисленные монеты, они уведомили землевладельца и полицию, не пытаясь выкопать больше предметов. А на следующий день были проведены раскопки. В результате работы археологи помимо клада нашли и молоток Питера, который он впоследствии передал в дар Британскому музею. Обычная практика того времени состояла в том, чтобы вознаграждать любого, кто нашел и незамедлительно сообщил о кладе, деньгами, эквивалентными его рыночной стоимости. Причем деньги представлялись национальным учреждением, которое желало приобрести клад. Находка была оценена в 1 750 000 фунтов стерлингов. Это около 3,5 миллионов фунтов на 2018 год, которые и были выплачены бывшему садовнику Эрику. И он поделился ими с фермером Питером. В каких пропорциях не сообщается. Именно находка этого клада помогла впоследствии урегулировать отношения между искателями, арендаторами, землевладельцами и археологами. Таким образом, клад повлиял на изменение английского законодательства в отношении находок. И спустя 3 года был принят закон о кладах 1996 года, который позволил искателю, арендатору и землевладельцу участвовать в любом вознаграждении, чтобы уменьшить случаи, как с Милденхоллским кладом. Это клад из 34 шедевров римской серебряной посуды с IV века нашей эры, включая блюда весом более 8 килограмм. Клад был обнаружен во время вспашки поля в январе 1942 года Гордоном Батчером, который выкопал его вместе с работодателем Сидни Фордом. Многие детали открытия остались невыясненными, учитывая военное время. Форд очистил находки и использовал их в своем доме, используя некоторые из них в качестве ежедневной посуды. Форд объявил о находке властям только в 1946 году, после того, как один из друзей, разбирающийся в древностях, обратил свое внимание на эти предметы. Первооткрывателям выплатили всего по 1000 фунтов стерлингов, хотя могли этого и не делать, учитывая, что они не сообщили о находке правильно. Шейные гривны из стерлинга.
Это клад из 4 золотых гривен, датированных между 300 и 100 годами до нашей эры, найденный 28 сентября 2009 года, недалеко от города Стерлинг в Шотландии, начинающим кладоискателем Дэвидом Бутом. Со слов Дэвида, смотрителя сафари-парка, это был его первый выезд в поле, где он и нашел гривны в 8 шагах от припаркованной машины, еще и предварительно получив разрешение землевладельца. Удивительная история, не правда ли? Позже он рекламировал металлоискатели этого производителя. Полагаю, что к некоторым рассказам стоит относиться с повышенным градусом скептицизма, тем более, когда информация исходит только от одного участника, еще и по совместительству заинтересованного лица. Но последующие археологические исследования установили, что гривны первоначально были захоронены в круглом доме, которые были распространены в Европе до вторжения римлян. Гривны были оценены в 462 тысячи фунтов стерлингов, которые и получил Дэвид спустя 1,5 года. Фрумский клад. Это клад из 52 503 римских монет, найденных при помощи металлоискателя в апреле 2010 года Дэйвом Криспом, около города Фрум на северо-востоке Сомерсета, Англия. Общий вес монет составлял приблизительно 160 килограмм. Находка имеет важное значение, так как содержит наибольшую группу монет, выпущенных во времена правления Караузия, который правил Британией с 286 по 293 год. Также, учитывая вес и размер клада, горшок, в котором он был найден, нельзя было легко переносить, не повредив. Некоторые исследователи выдвинули предположение, что монеты могли быть смягченной формой жертвоприношения. В итоге клад был приобретен в 2011 году за 320 250 фунтов стерлингов, которые были разделены между нашедшим клад и землевладельцем. Ньюаркская шейная гривна. Это шейная гривна кельтского железного века весом в 700 грамм из электрума, разновидности самородного золота с большим количеством серебра. Была найдена при помощи металлоискателя в феврале 2005 года на окраине города Ньюарк-он-Трент, графство Ноттингемшир в центре Англии. Гривна датирована между 250 и 50 годами до нашей эры. Артефакт был сделан из катанной проволоки, сплетенной в 8 тонких канатиков, которые были скручены вместе. Гривна была очень похожа на большую гривну из неттишамского клада, которая на 300 грамм тяжелее. Автор находки, арборист или специалист по уходу за деревьями, Морис Ричардсон, разделил 350 тысяч фунтов стерлингов с Тринити-колледжем, на чьей земле была сделана находка. А на этом я завершаю подборку, хотя есть еще много похожих историй. Также хочу обратить внимание, что не стоит воспринимать удачу некоторых людей как обычное дело, ведь сообщений о кладах больше, чем историй по типу «сегодня я опять ничего не нашел». Надеюсь, что вам было интересно, хотя в любом случае напишите свое мнение в комментариях и не забывайте подписываться на канал.